Первая, как бы, тестовая версия игры вышла в далеком 2007-м, сама игра вышла в 2015-м. Да, это точный платформер, сложно, где очень много сложно объяснять вещей. Все, что вам надо сделать, это как можно быстрее добираться до выхода, и вы можете проходить через определенные полоски. Вы меняете свой цвет, когда складываетесь вдвое, если что. Становитесь красным. Да, и там еще можно крутиться, и еще различные механики, которые добавляются по мере продвижения по Солнечной системе к Солнцу. Вы космический корабль. Не думайте о том, что вы просто палочка. Да, каждый раз, когда вы нажимаете, ну, как бы, прыжок, вы делаете вот этот флэппи маневр, и ваш кораблик подлетает вверх. Когда вы держите вниз, делает противоположное, то есть откидывает вас назад, превращает вас в красных, но ничего не делает. Все желтые линии — это граница уровня, вы можете отпрыгивать от них. Да, только если вы не зеленый. Если вы зеленого цвета, то вы от них отскочите. Да, когда вы зеленый, вы... да, вам нужно заранее прицелиться, когда вы переходите в зеленое состояние, потому что все, что вас держит в живых, это инерция. Если вдруг вы влетите в что-то не то, вы умрете. Это очень сложная игра. То есть очень много людей не закончили ее, кто начинал, потому что уровни со временем становятся катастрофически сложными. Теперь Плутон. Да. Да, теперь появятся зеленые линии, через которые надо проходить. Отскакивая от стены. Нет, проходить, будучи зеленым. Но как уже было сказано, когда вы зеленый, вы просто двигаетесь по инерции. Вот, например, здесь самое быстрое было по инерции оттолкнуться от потолка и, придав себе большое ускорение, пролететь через весь уровень. Я на самом деле смотрю только на правый экран, я не слежу за тем, что там происходит гонка, потому что... Да, в этой игре нет почти никакого рандома. Единственное, что они считают более-менее рандомным, это хитбокс персонажа. А вот, судя по всему, проблемы в захвате как раз на том компе, который слева. Можно видеть, что за корабликом там остается гадкий след какой-то. В смысле, нет, там он реально стоит такой. Думаешь, это у него включено? А, это у него включено, да? Да, это включено. Ну ладно, я думал, это как раз этот комп с проблемным захватом. У меня у друга вообще проблема с этой игрой, у него вместо корабля квадрат. Я не шучу, там желтый квадрат, из него торчат палочки. Я думал сначала, что так корабль выглядит. И он имел для меня больше смысла, когда он мне сказал, что это еще палка, я такой, окей. Да, игра не 35 минут. Успокойтесь в ваших эпилептических порывах. Да, первые уровни в спидране довольно легкие, потому что вы уже натренировались достаточно, и тут все довольно точно. И умирает впервые Нерц справа. И он сейчас, кстати, отстает. То есть первым сейчас идет Киллинг Пепси. Ну да, вы продвигаетесь по всей Солнечной системе. То есть Нептун, как там обратно-то? Уран, Плутон. Нет, Плутон, Уран. Нет, Нептун, Уран, Плутон. Неважно. Я не могу назад. Я могу только вперед Солнечную систему называть. Я бы сказал Земля и не удивился. Фиолетовые линии — это как красные линии, только их нельзя задевать. Условно говоря, это линии смерти. И теперь появляются вот такие туннели, по которым приходится проводить навигацию. Да, то есть некоторые стены теперь будут обделены
красными линиями. Ну и можно представить, что пока вы пройдете по всей Солнечной системе, количество всевозможных механик в игре вырастет катастрофически, и успевать на такой скорости за всем этим следить. Мало того, что эпилептически сложно, еще и в принципе сложно. Хочу сказать, что в этой игре невероятный саундтрек. Он был написан, там 12 артистов разных, которые писали саундтрек для этой игры. Да, и каждый писал свою планету. Да, и там очень клевый саундтрек. Там очень известные ребята писали. И там, я помню, что они говорили, для этой игры они вдохновлялись... Кто написал Window Leaker, я забыл. Affix Twin, вот. Они вдохновлялись группой Affix Twin, когда писали музыку для этой игры. И она очень угадывается в этом. Да, последний уровень является Солнце. Для того, чтобы открыть Солнце, надо побить все уровни, поэтому any% и 100% это в принципе одно и то же для этой игры. У нас есть псевдокатегория, которая называется «Все вещи». И на определенном месте в этой игре, если вы откроете новую планету, вы открываете новый скин. Если вы откроете все уровни на планете, вы открываете еще один скин. Да, и... да, вам надо проходить планету за каждый скин, чтобы открывать новые вещи. И есть такая псевдокатегория, под которой вообще никто не ранит, где надо закончить каждую планету за каждый скин. Посчитайте планеты в Солнечной системе, я не могу сейчас в это. И помножьте на количество похождений, которые вам надо сделать. Теперь уран. А, это все еще уран. Извиняюсь. Не на одном и том же уровне сейчас находится, то есть наверстал упущенная нерц на уровне, где Killing Pepsi много раз не мог провалиться в тоненький туннельчик. Shout out to the Wrench crew. We're a small community, but we're very dedicated, and there's a lot of cool people in there, including JM. Thanks for their donation, dude. Кстати, все, я понял, почему мировой рекорд 11 минут и 35. Игрового времени... мировой рекорд считает только время нахождения на уровне, все меню, построение уровня и так далее. Это все не идет туда. Да, все. РТА и ну, в среднем они должны будут где-то минут за 25-то все весь ан закончить. Да, есть РТА, есть ингентайм. Да. Вот теперь новая... На Юпитере появляется новая механика. Это крутящиеся диски. Крутиться они могут с любым цветом палки. На самом деле, зависит уже от уровней. Да, на некоторых уровнях есть возможность пропускать циклы. Да, но это дальше. Потому что пока это базовые уровни, и они крайне линейны в том плане, что здесь нет каких-то сложных вещей. 5-something a.m. here, but I can't wait to see these runners fly through this game at gut-wrenching speed. Приходит донат, который как бы мемит на тему названия игры. Get a $75 donation from Gravelite. It says, I love you guys at AGDQ. Here's to beating cancer, and can I get some Kappa Ross in chat? P.S. Save the frames, kill the animals. Alright, so we're starting to approach the end of Saturn. I'm on Почти в конце Сатурна. There's a cheeky little cycle skip there. Вот, пропускает один цикл, нерц. Обычно вам надо идти в правую часть по этому колесу, но здесь очень точный тайминг, когда потренируетесь достаточно, запомните его. И пропускает еще один цикл.
And finally, one last cycle skip in Saturn. Boom. И последний скип, да, на Сатурне. So I'm going to be heading into Jupiter now, and Jupiter's gimmick is gravity, and so they have these orange gravity fields. Юпитер. Around double gravity, I don't know Теперь есть quite how much всякие it is. зоны с гравитацией. This is a really awkward planet. Это двойная гравитация. Just because you're getting used to sort of the rate which you need to flap to stay aloft, just with normal gravity, and now they double it. And that takes a while to really get used to. Да, теперь надо нажимать ваши флапы в 2 раза чаще. А потому что когда вы до этого места ходите, вы уже достаточно долго времени проводите в игре, вы привыкли к ритму, которым вам надо нажимать, чтобы лететь хорошо. И здесь игра начинает требовать от вас научиться делать новые вещи. Случайно нерц выходит из уровня. Теперь на одном уровне. Just went to scratch my eyelid and then I accidentally pressed B and quit the level. Nah, it's pretty good. A little bit of a menuing error, if you want to call it that. We use in-game time for this. Да, конечно, не используют игровое время, когда таймят раны. Не важно, сколько времени они проводят, случайно делая лишний переход между уровнями. И упс. Они просто используют сумму времени из игры. Yeah, both timing methods, in-game timer and RTA, are kind of flawed just because there's so much variation in how this game runs, depending on your PC, and it has nothing to do with power even. You can get, Да, эта игра работает по-разному на многих компьютерах. Несмотря на то, что у тебя может быть офигенный комп и там ранить все крайзисы, там, халфу одновременно и там 5 стримов, но эта игра не будет работать, потому что очень странная игра. Nerds and Pepsi have different graphics options turned on right now. У них различная графика. Trailing behind him. That's just with the graphics quality on high. The background also. То, что за Killing Pepsi на экране можете видеть, как за кораблем двигается вот этот след, это HD. Это HD качество этой игры. Типа как бы дым. Finishing Jupiter. And on to Mars. And Mars introduces the wonderful world of turrets. Да, теперь на Марсе появляются турели. Nerds' very favorite gimmick in this game. And so the thing with turrets is they are constantly tracking you no matter where you are in a level. Да, турели всегда стреляют через определенный промежуток времени и постоянно следят за тобой, где бы ты ни был на уровне. And with bullets, when they hit a line, they will disappear. Когда пули задевают линию, они исчезают. Oh, this is some cool deaths. Ooh, nice. This level's tough. Ooh, have a comeback. So yeah, you'll see them moving in certain directions. They're not going straight toward the goal most of the time, just so they can manipulate the bullets there. What Nerds just did there was called surfing. And surfing is when your ship да, объясняет то, что объясняет серфинг, то, что когда кораблик просто пролетает мимо линий сам по себе. И вы не можете двигать свой корабль, пока он не пройдет мимо этой линии. It locks your control, so you can't really get out of it. Yeah, and then you'll just get like slid into a wall or something. So they're also running a normal mode in this game. There's another menuing. Случайно опять мерц выходит в меню. They're running on normal mode. There's two difficulties for this game. Есть две сложности в этой игре. Normal и какой-то еще. И есть другой режим, он более простой. Разница в том, что на простом режиме вы можете задевать край уровня и не умирать от этого. Да, и когда вы проходите любой уровень, и потом... И когда вы умираете во время уровня, все линии, которые вы уже прошли, исчезают.
То есть на легкой сложности игра намного проще. Здесь появляется такая механика, как переключатели, которые надо нажать, чтобы открывались определенные двери, через которые иначе не пройти. Цвета циан. But it's a really precise thing to do, so it's not fun. And you can do it in normal mode, but it's relatively an accident. Yeah. It's not something you can plan for. I got a decent bounce. For once. Солнце — это самый последний уровень в этой игре, он жесткий. Скажем, достаточно. Bounce is really annoying to get. It's so like specific. There's only like a few pixels where you can get a perfect like straight down, straight up bounce. And so a lot of times. Так, и делать вертикальное отталкивание вверх или вниз — это очень-очень сложно, потому что есть всего несколько пикселей для этого. Так, говорит, вы можете потратить секунд 10, чтобы засетапить это в каждом месте, где это требуется, но в спидране, естественно, это очень долго, поэтому приходится так немножко наобум. Нердс пытается сделать скип, где он может пройти очень-очень близко вдоль стены и успеть вне цикла. With switches, you have to hit the blue circle in order to make blue lines disappear. Blue lines behave exactly like pink lines, you can't touch them at all. And with switches, the blue lines will disappear for probably about 3 seconds. Мировой рекорд 11:18 это игрового времени, не реального. То есть то, что у них сейчас 16:28, я, конечно, не думаю, что они еще могут пойти на мировой рекорд, потому что они очень много налажали, но это еще не то время, которое используется в таблицах. Не-не-не, они не ранят на изи. There's one level in Mercury, for example, that you really have to really haul yourself to the end. And that level gives a lot of casual players trouble just because they're not used to having to go that fast. Да, на Меркурии. There's also some levels in Mercury where they have chains of switches, and then there's strats Есть where you can skip certain switches if you go fast несколько enough. переключателей, можно некоторые пропускать. Далее Земля. А нет, Венера уже. И появляются двигающиеся платформы. Да. Если хотите сказать, что добавляет Меркурий, на Меркурии уровни становятся сложными. Если до этого они не были достаточно сложными. Так, и только примерно 30% доходят до людей доходят до Меркурия, в принципе, и процентов 10 заканчивают его. Really, when you're playing through this game the very first time, it's not very easy at all. Well, it takes a long time to get used to the movement because it's very different from like platformers or other types of games. Yeah, your spaceship kind of. Ironically enough, it's very floaty. It floats back and forth, and it really. Достаточно иронично, но этот корабль очень летучий. It decelerates pretty slowly, and Nerds is doing. Nope. Нердс пытался сделать быстрый цикл, но он чуть-чуть не успел. Да, Пепсис мог это сделать. You can go ahead and read some more donations if we have any. Sure thing. Got a $75 donation from B-Bean. И пока могут просто читать другие донаты. Потому что здесь надо делать это, следить. И Пепси сейчас на пару уровней впереди. Keep the games coming, doing a great job, all runners, keep it up. Don't forget to save the animal. Check out this cool auto scroller. Oh my god, I died on the auto scroller. I blew it. That's the first time in a while I've done that. It's not hard. Играет на автоскроллере, предварительно сказал. Смотрите, какой сложный автоскроллер. It's stupid. I don't recommend trying it. I wanted to prove it was possible, so I spent 2 hours doing it once. And then I got it once.
Да, вы можете на самом деле пропустить автоскроллер, если загличите себя таким образом, что выйдете за границу уровня. Говорит, однажды я провел 2 часа, занимаясь этим, и получилось. Больше не буду этого делать. Да, Нердс почти догнал Killing Pepsi, но потом несколько смертей опять заставили его отстать на пару уровней. Теперь нас стоит на 1,5 уровня примерно. Буквально финальные уровни Венеры. Да, комментатор сзади еще раз подчеркивает, что это может выглядеть относительно просто, но все это совсем-совсем непросто. И когда начинается Меркурий, и вот до него дошел уже Killing Pepsi, начинается полнейший ад. Во-первых, уровни становятся очень длинными, во-вторых, требуется очень-очень быстро реагировать на различные цвета, которых теперь, как можете видеть, очень много. Постоянное множественное пересечение различных линий, можно так сказать, фишка последней планеты, предпоследней планеты. Технически последняя планета Солнца, но технически Солнце не звезда в том числе. Оба скипают один цикл. We're doing it normally. So the game intends you to go around the level instead of going straight back up again. Yeah. На другом уровне Нердс не получает скип. И пока тут опять же нечего рассказывать. Говорит, что есть более один очень сложный уровень, на котором была найдена недавно относительно довольно легкая страта. Да, перед тем, как спускаться туда вниз, лучше заставить турельки выстрелить в вас. Окей. Не сейчас оба на одном уровне. А нет, не на одном. Вот теперь почти на одном. У них отставание ровно в один уровень. Ooh, wow. Oh no. That level's easy. Надо стараться не попадать в середину, потому что если вы попадаете в середину, соответственно, вас рисуют одной из двух линий, потому что вы не можете изменить сразу два цвета. Да, теперь большая спираль на левом экране. Теперь это же большая спираль на правом экране. Окей, теперь они выровнялись, потому что Killing Pepsi умер. Как раз вот из-за этого уровня не так давно чувак потерял мировой рекорд. Потому что здесь есть очень сложный скип, который позволяет пропустить цикл. Когда вы нажимаете кнопку, двери определенное время остаются открытыми. И если успеть, то можно пропустить нажатие второй кнопки. Еще один скип. И Нердс делает его. Давайте Пепси, да. Окей. Они очень близко сейчас друг к другу. И проблемы на правом экране. Окей. Оба умерли. Окей. Теперь они выровнялись. Здесь можно сделать небольшой скип, не нажимаете еще одну кнопку.
it's hard to like go so slow that you can't. Уровни превращаются в настоящие лабиринты, где даже сложно сказать, с чего надо начинать. И насколько быстро, медленно надо где-то идти. I could have gone for that cycle, but it's spooky. So we're both heading into the last level of Mercury right now, which isn't actually that tough. It's kind of claustrophobic though. Линк Пепси опять чуть-чуть обогнал. Разница буквально чуть-чуть. Оба закончили Меркурий, оба на Солнце. На Солнце всего один уровень. Очень большой. А время будет очень скоро. Да, Нерд делает скип, пропуская большую секцию. И умирает на обычном подъеме. Теперь шанс Пепси. Нерд пытается, и в самом конце Пепси отъезжает. И время на стороне Нерца. Мне нравится, что сейчас мы видим, наконец, как выглядит корабль. Да. Финальное время 12:16. Ну вот это вот используется для тайминга мировых рекордов. Эта игра считает в том числе и провальные попытки. Время для Пепси. Сколько у него? От 6:10 в реальном эквиваленте, а в игровом 12:56, да, на 40 секунд. И был Donation Incentive, чтобы Пепси сыграл в какой-то сложный уровень. Ой, извиняюсь. Ой, надеюсь, было не очень громко. Он будет играть в Супер Плутон. Здесь есть эдитор уровней. И вы можете копировать уровни из эдитора и делали сложные версии всех уровней. Да, всего 3 человека, которые побили Супер Плутон. Плутон, напомню, был одной из самых первых планет. I don't think. Well, it has an in-game timer. Good point. Yes. Alright. So I'm going to be supplying some top-notch developer commentary here. Он один из разработчиков этого набора уровней, так сказать, поэтому я буду. У нас здесь на самом деле это как бы Плутон, но во все уровни добавлены другие механики, которых на Плутоне еще нет. А перед тем, как загружать уровень, вам надо его тестировать. Вы, конечно, можете их сразу заливать, но когда они могут быть непобиваемыми, поэтому надо их тестить. Не Пепси, Нердс, который делает мопсет, говорит, что много времени ушло на тестирование. Центральная секция этого уровня очень сложная. И можете видеть, что они заменили, кстати, стены с желтых на красные, поэтому от них нельзя отскакивать. Или это просто такая цветовая палитра на этом экране. Можно сказать. Скоро будет. Скоро будет единственный хороший уровень на всей этой ужасной планете, и это следующий уровень. Claps. I really appreciate it. It's gonna be a thing now. Single claps. Oh, okay. This one is like. Yeah, you have to keep looping in and around. It's pretty complicated. Очень точный платформинг. Делать всего один хлопок. Да, я говорит, налажал, когда делает уровень. Он должен быть сложным, но на самом деле он очень легкий. Так, говорит, по идее, да вы должны были
AGDQ. Уворачиваться от пуль, но поскольку пули уничтожаются при столкновении с любой линией, это уровень стал очень легким. This one really tests your baiting of turrets here. Да, здесь скилл определяется тем, как хорошо вы можете забайтить турели на выстрел. Luckily, there's no category for this. Shout out to reverse pinwheels. They're a very good mechanic, and this is a very creative level that takes a lot of skill and. Это очень, говорит, сложный уровень, поскольку здесь развернутые колеса. Really test. Да, можно было видеть, что очень маленькое окошко для того, чтобы Yeah, see, you're пройти you're сквозь kind of in the него. wall, but you're not really. Hitbox is somewhere. It's like a square or maybe like a squished rectangle. Who knows? Говорит, то, что хитбокс у нас очень странный, поэтому мы можем пройти практически ряд в упор со стеной. This level's RNG. Getting the perfect bounce here is really tough. And then getting the perfect bounce and also getting the switch is even tougher. This is the least inconsistent level by far. Это наиболее нестабильный уровень на текущий момент. Ooh. The problem with these levels is there's no really safe strats for these levels. It's all you have to be reckless. Здесь нету сейфовых This is страт. something you really. Оу, и в самом конце уже задевая выход умирает. This is something you really can't do. If you just beat Mercury, you really have to put like 50. Они не hours ресетнули, нет, они проходят усложненную версию Плутона, усложненную You have to have a до крайности. movement. Плутон — это одна из самых легких планет. Can't believe this happened. Рекорд был показан там рекордное время на этом забеге 30 с копейками минут. This level, it should be smooth sailing. It's kind of the only random level, I guess. Yeah, it's bad. The setup. The random part being later in this level. Довольно рандомный уровень. Я третий раз уже Just before he got in it. прям в последний момент закрылся переключатель и успевает. Not made that one alive. Alright. Smooth sailing from here on out. И It's just speed level. So it navigates some tight quarters quickly. It's not too bad. не очень сложный уровень, говорит. This level. Просто тонкие Yeah, you коридоры. have to get a basically perfect angle on the down part there. Because you can't А здесь control нужно- yourself while you're in the... Пока вы красный, вы не можете контролировать And sometimes свой угол полета. controls. Now this level is actually RNG. Этот The уровень на lines самом push деле you while you're in рандомный. them. So if you have moving lines, then like, yeah, nice first try. Or first try enough. First real try. Close enough. First try never hurts. Все белые линии толкают вас и могут толкнуть на стенку. This level has a little cheeky turret at the end there to mess you up. В самом конце есть хитрая турель, чтобы обломать вас. So we didn't mention this game has a really good soundtrack to it. Shout out to the Magic Meat Boy ride. There it is. Окей? This is yeah. It's if it doesn't lock my controls after I make it to that one, I can. Yeah, I'll take it slow. I can get if I get a cycle ahead, I have less time to react to these turrets, but it saves a decent couple seconds. But it's So do you Сложный like- цикл. like bullets? The turrets are the best mechanic because you can do stuff like this. When in doubt, just like if you're designing a level, just fill it with turrets and good things will happen. Если вы, говорит, создаете уровень, просто наполните его турелями, и различные хорошие вещи Really будут good происходить с effect if you go людьми. backwards. Ooh. Да уж, этот уровень уже близок к крайнему извращению. Really tough level. Ah, double inputted. That's annoying. Who put that there? me. I take full responsibility for putting Tesla through all this. Yeah,
Я беру на себя полную ответственность за то, что в Pepsi приходится все это делать. Чувак справа создатель этого вот набора. Last level. Жести. It's just go fast. Alright, here we go. Time. И Nice. время. 5:16:55 в игровом эквиваленте. The calm of relief just comes on the stage. Yep. That's it. All right. Well, that's Flywrench. Yep. Thanks for watching, И everybody. это был Flywrench. Спасибо, что смотрели.